Привет, ребята! С вами снова Лили, и давайте поговорим теперь о том, как же мы все-таки долетели до Барселоны. Летели мы 5 часов, но перед тем, как мы зашли на борт, нас ждала просто долгая, томная, неинтересная ночь в аэропорту Еревана. Вылет должен был быть в 3 часа ночи. Мы приехали где-то 12:30 в аэропорт. Я пошла смотреть, каким воротам, какой стойке нужно идти, чтобы чекиниться, чтобы сдавать багаж. И я не увидела нашего рейса на табло, и я офигела. То есть я настолько была в шоке, что рейса нет. Но я как-то впала в ступор, я подумала, не может такого быть. Мы перепутали дату или что, меня начало прям колбасить. Я позвала своего мужа, я говорю, слушай, здесь нет нашего рейса. Он говорит, не может быть, они там, я не знаю, забыли его там добавить в программу. Далее мы пошли к стойке регистрации. И на стойке регистрации нам сказали, что этот рейс выполняется компанией Fly-One. Поэтому что вот это такое? Blackstone Travel, что это такое вообще? Почему мы покупаем чартер, а все вопросы компании Fly-One? Я не стала подниматься, потому что когда я стрессую, я становлюсь очень агрессивной. Ну, то есть как бы раздражительной. Ребята, муж. Условно говоря, шучу, конечно. Я просто была так сильно расстроена, я не хотела идти разговаривать, я понимала, что что-то произошло, и, скорее всего, возможно, наш рейс улетел. И он спустился, он говорит, знаешь, вылет перенесли, и вылет будет в 7 утра, не в 3 часа. И тут мы должны были принять решение, нам ехать домой и там как-то перекантоваться, либо остаться в аэропорту. Мы приняли решение остаться в аэропорту. Я не знаю, как сделали бы вы, и были ли у вас такие ситуации, наверное, были. И как вы делали? Вы уезжали домой, наверное, может быть, это и правильно, или оставались в аэропорту. Мы подумали, что пока мы доедем, разденемся, не знаю, там, что мы поделаем, все равно спать мы не сможем. Мы остались в аэропорту, но ночь была действительно томная. Ну что ж, вот так начинается наше восхитительное путешествие в солнечную, горячую, южную страну под названием Испания. Наша любимая Испания. Никак не можем понять, что за чемоданы стоят наверху. Какая-то странная картина. Вот. А что мы сидим? Что мы сидим, Андрей? Мы чего ждем? Ждем наш самолет. Да. Не летайте компанией Fly-One. Перенесли рейс с 3 часов ночи на 7 утра. И вроде можно поехать домой. Но, во-первых, возвращаться примета плохая. Во-вторых, пока мы туда доедем, нам уже нужно будет пора ехать обратно. Поэтому мы решили остаться на железных стульях, на неудобных железных стульях в аэропорту. Аэропорт маленький, заняться особо нечем. Никакого капсульного отеля здесь нет. Вот. Но есть кафешки, кстати, хорошие. Скоро пойдем, наверное, да? Пару часиков здесь посидим, пару часиков в кафешке. Может, время так пролетит незаметно. Все это, конечно, не очень удобно. Причем мы думали, что делаем как лучше, потому что мы купили прямой рейс до Барселоны, вместо того, чтобы лететь с пересадками. Хотели как лучше, получилось как всегда. С пересадкой мы быстрее прилетели, чем на этом прямом. Я читала книжку, хорошо, что я с собой взяла пару детективчиков Агаты Кристи. Я обожаю жанр детективных произведений. И не вся Агата Кристи прочитана, и меня это как-то уносит с головой. И я настолько в это все погружаюсь, как будто бы внешнего мира не существует. То есть я пытаюсь понять героев, я пытаюсь докопаться до истины, я очень много анализирую, я читаю каждую страничку, я как бы смакую произведение. Мне очень нравится. Я как будто бы смотрю кино, когда я читаю. И когда я стала читать, я, отвлеклась потом на что-то, но все равно, как бы ты ж не один сидишь в комнате и читаешь, а это потоки людей мимо тебя, крики, визги,
не знаю, ругань какая-то, еще что-то, ну, в общем, много всего. И Андрей, мой муж, он сказал: слушай, давай переместимся в кафешку. Он тоже читал, и, ну, просто в какой-то момент мы поняли, что, ну, вечер становится томным. Мы переместились в кафешку, и нормальная кафешка, там вообще, в принципе, кафешки, что в аэропорту Еревана, что, конечно же, в самом Ереване, это самое такое приятное место для того, чтобы провести время, покушать и даже пообщаться. В кафешках классно, и в аэропорту кафешки хорошие. Нашли зарядку наконец-то. Потому что мы, конечно, не предполагали 4 часа сидеть в аэропорту. Даже больше получается, с учетом, что мы приехали заранее, часов 6. Сейчас мы покушаем, винца выпьем. Кто-то винца, а кто-то кофе. Кто-то ждет проходку в Priority Pass, где дают виски, водку, арарат. Да, ночь у нас, конечно, длинная выдалась. Переместились уже во второе кафе со своими чемоданами и рюкзачком испанским. Внизу на первом этаже это зона прилета. Туда можно спуститься, там тоже кафешки. Там прикольно, там мне очень нравится. Ну, соответственно, на втором этаже это зона вылета. Есть еще третий этаж, там офисы авиакомпании. Мы туда как раз поднимались во Fly-One, узнавать, в чем дело, вообще, что с рейсом, не улетел ли он без нас. Кстати, он мог улететь раньше, а не позже. Мы теперь будем более осторожны и будем проверять рейсы, вылеты, прилеты, там, что вообще по ситуации. Потому что, оказывается, еще может быть вот такая вот ерундень. И после этого действительно как будто бы все стало так хорошо. И плюс я еще понимала по времени, что вот уже сейчас мы пойдем на регистрацию. И это был такой счастливый момент, когда мы шли на регистрацию. И мы были вторыми в очереди. Перед нами стоял мужчина. И, кстати, этого мужчину мы встретили, когда через 3 недели вылетали из Барселоны обратно в Ереван. Ну, как бы мы такие люди скромные, вот. Не то, что мы не очень общительные, мы общительные. Но как-то так вроде приставать не хочется, но просто мне было бы вот интересно узнать, мужчина, интересно, он тоже в Ереване живет, или он просто через Ереван откуда-то летел, и вообще, как ему, где он отдыхал, где он останавливался. Знаете, иногда так как бы хочется поболтать, видишь интересного человека, но как-то не то, что, ну как-то, ну что будешь приставать, что ли, и спрашивать. Как-то вот, как, не знаю, не заложено, что ли. Я не говорю про всех, я говорю конкретно про себя. Думаешь, улыбнусь ему, подумать, что дура, или что харассмент, что я к нему там пристаю, или еще что-то, или еще, ну, короче, мало ли о чем люди могут думать. И вот говорят, есть такое выражение: по себе других не судят. Да я вообще никого по себе не сужу. Может быть, вообще ни у кого таких мыслей нет, как бы, ну, как бы, о чем я могу подумать, предположить. Вот, поэтому здесь такая история была. Вот так выглядит зона Priority Pass. У нас тут всякие сладенькие штучки. Я сладкое не ем. Сэндвичи. Хлеб я тоже не ем. Но получается для меня только хлеб. Ой, не хлеб, а этот суп. Супец. Чикен. Чикен я люблю. И вот это я тоже люблю. Все. Мне очень нравится. Это лед, что ли, здесь стоит? Да, действительно лед. Здорово. Шампанское. Экстра брют. Налью себе бокальчик. Мы были вторыми на регистрацию. Мы попросили места рядом. Я сказала: если есть место у окошка, пожалуйста, дайте место у окошка. И как я представляла, что мы зайдем на борт, я вот так вот прилягу, вот так к окошку и засну. И все 5 часов полета буду спать. Но нет, этого не произошло. То ли от перевозбуждения, то ли от переутомления, то ли
то ли я не знаю от чего, короче, я не спала нифига в полете, я нифига не спала. Я опять достала книжку, потому что мне было безумно интересно как бы дочитать, чем все закончится. Далее у меня были скачаны с платформы Иви фильмы, очень классные фильмы, и Такбас, и там еду разносили, сэндвич давали бесплатно с водичкой. И плюс было питание за денежку. Я заказывала себе, по-моему, вино и какие-то хрустики. И я уже прилетела такая веселая, такая, yes, мы в Барселоне, мы в Испании, отпуск только начинается, вот. Но мое веселье быстро закончилось, потому что как бы наш самолет, он прилетел не в терминал 1, огромный большой хаб, а в терминал 2 для лоукостеров. И мы там стояли очень большую очередь. Я никогда столько часов не стояла на паспортном контроле, и это Барселона. Ну, это Европа, это огромный туристический хаб, туристический центр. Там прилетают люди со всего мира. И это была нереальная очередь. Что прикольно. Ну, как прикольно. Интересный факт. Так как там была отдельная очередь для Евросоюза, для Европы. И она была, конечно, очень быстрая, небольшая. И как бы если у тебя есть там ПМЖ или гражданство, паспорт, но не ВНЖ, потому что парень с учебным ВНЖ, он спросил, он стоял перед нами, что вот у меня ВНЖ, можно я в ту очередь? Они говорят, нет, нет, нет. И он продолжил стоять перед нами. Из-за того, что Британия вышла из этого союза, то есть случился Брексит, британцев не пустили в очередь, в которую стояли граждане Евросоюза. И у них спрашивают, испанцы спрашивают, what's your passport, допустим, и отвечают там, British, да, там. Они такие, no, British, no. Вы не в Евросоюзе, прям так и говорят, you are not in US, EU, там, European Union, да. И дальше, так как там очередь очень странно регулировалась, то есть даже к змейке, к этой огромной, спуститься было невозможно. Нужно было сначала по эскалатору спуститься, и на эскалатор пускали помалу людей. Ну, как помалу, он был полностью забит, но в какой-то момент отсечка. И я думала, что Андрей идет за мной. И такая спускаюсь, уже встала в очередь. Ну, как-то так все это было в каком-то потоке. Вот. И я поворачиваюсь, вокруг меня британцы, а мой Андрей, он стоит там где-то за эскалаторами, а паспорта у меня. И я понимаю, что думаю, ну, как бы, блин, такая огромная очередь, нельзя терять ни минуты. Но будет тупо, если я выйду из очереди и буду пропускать так. Он же спустится, он меня увидит, он меня найдет, он же знает, в чем я одета, он меня увидит. И он подойдет ко мне, и все будет круто. История такова, что мы продвигаемся по очереди, по змейке, ну, с народом. Сзади меня британцы, супружеская пара. Мужчину мы познакомились. Благодаря вот этому small talk популярному, вот, допустим, британцев точно есть такая тема, эти там, не знаю, 1,5-2 часа пролетели незаметно. Может быть, я сейчас утрирую, что это было 2 часа, это было не 2 часа, но час точно мы провели, час абсолютно точно мы провели, потому что мы засекали даже время, когда попали в этот Ахтунг. Это был будний день, и, соответственно, если мы вылетели в 7 утра, то мы прилетели где-то там типа из серии в 12, да, ну, там еще какая-то разница во времени. Женщина Розанна, а мужчина Пол, мы с ними познакомились, и благодаря нашей беседе обо всем подряд. Кейт Миддлтон, начиная с Кейт Миддлтон, заканчивая, я не знаю, Бритни Спирс, мы обо всем поболтали, поговорили, и даже люди, которые стояли рядом с нами, соседи, они вовлекались в наш разговор, и как бы мы болтали. Было очень здорово, очень здорово. Я как бы была не в кайфе от того, что такая очередь, и было очень жарко, то есть мы все были потные, мокрые, духота, кондеи почему-то не работали, эта змейка казалась бесконечной, но вместе с тем я очень рада, что попали собеседники, потому что это как-то вот время ускорило. И когда спускается мой муж ко мне, он меня находит в этой очереди,
никто не понимает, что он мой муж. И Розана ему говорит, типа, чувак из Сирии, а не охренел ли ты? Ты куда лезешь? И я говорю, это мой муж. У меня наши паспорта. Короче, все стали ржать. Ой, блин, ну реально, то есть что-то всех пробрало на ха-ха. Я понимала, что, мне кажется, нужна там всем психологическая помощь в этой длинной очереди. Ну, в общем, я думаю, ну, отдых хорошо начинается, посмотрим, что будет дальше. А что было дальше? Дальше мы прошли паспортный контроль. Никаких вопросов, вообще ничего. Ола, адиос. Мы получили наш багаж очень быстро, мы пошли как-то цивилизованно, все там в место, где такси подъезжают и увозят. Такси, минимальный тариф вот именно до нашего места стоил 20 евро. А почему такая низкая цена? Потому что отель находился недалеко от аэропорта. Мы понимали, что нам нужно несколько дней пробыть в Барселоне, и в центр мы можем ездить на такси. То есть мы это закладывали в бюджет. У нас просто вся арифметика была посчитана, и один из дней мы чисто были на районе. Объясню почему. Потому что наш отель находился рядом с очень крупным торговым центром. Торговый центр, я себе записала, чтобы не забыть, называется Сплау. Сплау. Там и кинотеатр, и огромные магазины. Примарк, мой любимый магазин бюджетной одежды, я его обожаю. Потому что именно там можно найти свой размер, допустим, там, я не знаю, блин, ну, я сейчас такая дама крупногабаритная, и там классные лифчики на людей с таким объемом груди, там есть труселя больших размеров, там есть простые какие-то дешевые футболки. То есть я такой человек, что я не люблю носить одну и ту же футболку долго. То есть я могу поносить там 2-3 недели и дальше ее поменять. Люблю, когда у меня много разных футболок, чтобы не замыливался глаз, чтобы... И это как раз тот вариант, когда ты покупаешь за 5 евро футболку, и тебе не жалко, что ты ее там через месяц утилизируешь. Примарк — это вообще для меня идеал, топ-вариант. По размерам, по стоимости, по всему. Конечно, я одеваюсь не только в Примарке, это тема для отдельного обсуждения. Я одеваюсь в абсолютно разных магазинах. Очень хорошо пошопились. И мы попали в скидочный сезон, сезон Sales. И, кстати, я не скажу, что именно мы прилетели 10 июля, что хорошие были скидки, но они были. То есть я что-то докупила именно на скидках, хорошее, то, что хотела. Но вот когда мы прилетели уже обратно в Барселону в 20-х числах, в конце июля, там скидки были прям еще лучше, еще жирнее, еще весомее. То есть, как бы я сначала такая, ой, на скидки, буду записывать влог, расскажу, что скидки чисто условные, номинальные, ерунда какая-то. Но нет, к концу я поняла, что, ну, когда вот мы вернулись, что ближе к концу июля скидки прям были очень жирные, очень хорошие. Вот. К сожалению, они не распространяются на лакшери. Например, в Тиффани мы заходили в салон, мне муж браслет подарил, скидок не было. Зато предложили чай, кофе и поговорили с нами на русском языке. Вот. Сейчас расскажу вам про сам отель. Отель называется Компаниле. И его стоимость была ориентировочно 100 евро в сутки. На тот момент идеально нас устраивало. Рядом с аэропортом 100 евро в сутки. Супер. Потому что именно в июле за такую стоимость в Барселоне невозможно было найти. Ну, я не знаю, как бы, может быть, комнату какую-то в какой-нибудь квартире, возможно. Остановились в отеле недалеко от аэропорта, потому что нам здесь жить совсем чуть-чуть, а именно 3 суток. Здесь рядом классный торговый центр, где мы посидели в очень хорошем баре. И там очень много ресторанчиков, супермагазины, Zara и все прочее. И сейчас Sales. Там просто можно уйти на целый день гулять. Это небольшой обзор номера. О, сейф есть. Супер, супер. Для бюджетного отеля это, в принципе, очень здорово. И, естественно, мы зашли в мой любимый магазин, купили всякие украшения. Даже подарок дали. Телек Samsung.
Почему я акцентирую на Samsung внимание? Потому что я там работала маркетологом. Мне очень нравится этот бренд. Мой муж вообще фанат Samsung. Ну, особенно, что касается там телевизоров, холодильников, такой бытовой техники. Ну, а телефоны я меняю, жонглирую. У меня то Samsung, то не Samsung. Такой цвет веселый, вообще просто класс. А, ты хочешь презентацию сделать этого? Душа? А что здесь особо-то презентовать нечего? Обычный душ. Ну, хорошая душевая кабиночка, раковина. Все чисто. Полотенчики. А что еще надо? Зачем-то еще какая-то подушка. Не знаю, зачем здесь еще одна подушка? Ночью, наверное, будет шумно, потому что там автострада. Это же дорога в аэропорт. Нам пофигу, реально. Мы выпьем вина, рюху и все, и отрубимся. И очень нравилось, что это торговый центр рядом. То есть один день мы провели прямо накануне вылета в следующую страну, прямо на районе, а другие 2 дня мы выезжали в центр на такси, туда-обратно, потому что там у меня были встречи с друзьями, встречи с одним из блогеров, которого я очень уважаю, и мне очень хотелось с ним встретиться, мне очень близка философия, размышления, рассуждения. Я оказалась очень довольна этой встречей и вообще всеми встречами. И когда ты приезжаешь как турист в Барселону, а не на учебу, ну, не по делам, это абсолютно другая история. Абсолютно. То есть у меня ощущения от этой поездки, они кардинально отличаются от тех ощущений, которые я испытала, от тех эмоций, которые я пережила, когда я там училась. Ну и напоследочек сегодняшнего выпуска я хотела бы рассказать о заведении в торговом центре, который мы посетили в первый вечер. И реально, ребят, если вдруг вы будете в этом торговом центре, я его советую. На самом деле, заметили такую вещь, мы сейчас в пригороде Барселоны, не в самой Барселоне, что когда отъезжаешь подальше из центра, из туристического, все говорят только на испанском, в сервисе, в обслуживании, везде, в магазинах, в салонах связи. Ну, мы так как-то через Google переводчик общаемся, все нормально. И в кафешках сидят одни испаноязычные, то есть там именно туристов нет, и это круто. Так что мы решили, что в следующий раз будем в пригороде останавливаться. Вот сидит мой бойфренд, мэнфренд, хазбунд. Помаши зрителям ручкой. Ребра в студию, пожалуйста. Порежьте нам ребрышки. Сочно. Риоха. Короткое включение, это я, уставшая от жары. Я просто поняла, как я отвыкла вообще от таких жарких денечков, какая я вся какая-то вымотанная уже за один день, уставшая, вообще просто пипец. И, о боже, такая вот вся на чили, на расслабоне, вообще не хочется париться ни о чем, ребята. Такое короткое включение. Фостерс, он просто идеальный, он правда классный, эти ребрышки, у них есть домашнее вино, то есть нет какой-то карты меню, и вина нет в меню, там есть пиво в меню, но если ты спрашиваешь, есть у вас вино, они приносят вино, и я сохранила чеки, дабы не забыть, потому что память девичья короткая. И я хочу сказать, что меня цены в этом заведении весьма и весьма порадовали. А вот, например, Фостерс. $8,95 бутылка вина стоила в ресторане. Можете себе представить? Вы можете себе это представить?
8,95. Мы заказали одну бутылку красного. 8,95. Оно закончилось. Ну, видимо, они не держат много бутылок вина, потому что все-таки это больше заведение про крылья, про бургеры, про пиво. И когда мы захотели заказать еще бутылочку красного, Bottega Casa Tinto, они сказали, нет, только Casa Bianca. То есть, что значит Casa, да, это домашнее вино? Что это значит? Это не значит, что они его дома варят. Это означает, что у них есть вина там, из магазина, от поставщиков, не знаю откуда, которые открытые, которые у них в ресторане, которые они разливают. Либо открытое, либо бутылочное, оно у них есть. То есть у них нету карты, и что вот, знаете, вот вам по меню. Вот. А в Италии, например, даже если есть эта карта, ты всегда можешь попросить каза, домашнее вино. Или, например, когда ты садишься за столик и тебя спрашивают, что вы будете пить, может, не обязательно говорить, ну, вот мы просто проверили на себе, не обязательно говорить, типа, каза вино, да, в Италии. Просто говоришь там вина бьянка. И тебе приносят именно так, как ты не указываешь, что тебе нужно конкретно вот этот бренд, марка, сухой, не сухой. Они тебе приносят то, что у них принято называть домашним вином. То есть то вино, которое у них в обиходе, которое у них закуплено, которое они разливают, и стоимость очень привлекательная. Ну, согласитесь, 8,95, ну, условно, я все умножаю на 100, условно, это там 900 рублей. Ну, я не знаю. В те рестораны, в которые я хожу, даже в Армении, там ни разу бутылочка вина на двоих вечером не стоит 900 рублей вообще. Минимум цены начинаются от 1800 и выше. Поэтому это было очень-очень приятно. Ну, а что касается вот этих крылышков, вот эта порция XXL на двоих, она стоила 21,95. Типа 200. Вот. Мы наелись, но это было такое приятное объедение, если можно так выразиться, потому что это было очень вкусно, это было очень классно, это было очень круто. В следующем выпуске я заготовила много всего интересного, но остановимся пока на встречах с друзьями, а потом, конечно же, расскажу, как мы добирались из Испании до Италии, до юга Италии. Надеюсь, что вам будет интересно. Пишите, обсудим все в комментариях под этим видео. Я вас буду там очень-очень ждать. Спасибо за просмотр. До новых встреч!